Всем дизайн, меня зовут Шелковская Наталья, я дизайнер интерьеров, и вы на канале Шелнат. Давайте сегодня с вами поговорим на такую провокационную тему, что бы мы могли украсть из американских интерьеров и американских интерьерных привычек и взять себе. Дело в том, что еще в 1959 году в американских домах находились в свободном пользовании такие бытовые приборы, как посудомоечная машинка, стиральная машинка и пылесос. А у нас эти вещи появились сравнительно недавно. Я имею в виду Россию и страны СНГ. Так вот, мы можем сейчас посмотреть, что же интересного есть такого в американских домах и в американских интерьерных привычках, что мы могли бы перенять себе, не дожидаясь, пока для нас это станет естественным, и ускорить немножко процесс прогресса. Итак, первый пункт. Очень популярное в Америке устройство, а у нас вот как-то в странах СНГ не очень. Это измельчитель мусора в раковине или так называемый диспоузер. Это очень удобное устройство, потому что на самом деле больше половины всех кухонных отходов мы можем запросто измельчить в этом диспоузере и не консервировать там сутки или как часто вы выбрасываете мусор. В мусорном ведре вот эти ошметки креветок, какие-то обрезки салатов, шкварки со сковородки или испорченные супы. И это все делается очень быстро, очень просто, но вот здесь обратите, пожалуйста, двойное внимание на шов между раковиной и столешницей, потому что диспоузер может немножечко дребезжать. И вот это дребезжание, вот эти вибрации, они могут расклеивать раковину и столешницу. Поэтому, прежде чем купить себе такой диспоузер или поставить его, вам нужно при покупке уточнить, совместим ли диспоузер с вашим типом раковины и с вашим типом столешницы и вот этим клеевым швом. Кстати, мне очень интересно, обладательница вот таких вот измельчителей в раковине. Я знаю, вы есть, вас немного, но напишите, пожалуйста, в комментариях ваш опыт, как вам живется вот с этим диспоузером, нравится ли вам все, не беспокоит ли вас шумы, не дребезжит ли ничего, ничего ли там не отклеивается. Мне будет очень интересно почитать ваш опыт. Второй пункт – это глубокие раковины. И вот тут, кстати, действительно у американцев очень часто встречаются глубокие раковины. Вы даже наверняка видели это очень часто в фильмах. У нас же очень большое количество хозяек просто воют от того, что нельзя ничего в раковину поставить. А если можно поставить, то ничего нельзя подвинуть. Потому что если подвинешь, то сразу начинается фонтан из брызг, который забрызгивает все вокруг. Безусловно, конечно, американская раковина глубиной по локоть, где можно сложить кастрюли в 2 этажа, сразу кажется гораздо выигрышнее и удобней. Но на самом деле вам никто не мешает сейчас снять свою неглубокую раковину и поставить глубокую, как у американцев, аж по локоть. Для этого просто нужно выбрать подходящий тип раковины и подходящего сантехника с руками. И все у вас получится и будет очень удобно. Третий пункт – это кладовки при кухнях для хранения кухонной утвари. И вот даже был такой случай. В 1959 году Хрущев спросил у Никсона: а у вас, у американцев, есть такая машинка, которая еду разжевывает и вам ее в рот заталкивает? Потому что у американцев достаточно давно уже на кухнях очень большое количество кухонной утвари, и они достаточно давно уже начали прививать себе культуру выделения кладового пространства под эти приборы. И на самом деле иногда это действительно удобнее, чем просто распихивать все по верхним и нижним кухонным шкафам. Потому что вы можете выделить небольшое пространство под эту кладовочку и хранить там всю кухонную утварь от пола до потолка, что, конечно же, расходует ваше пространство гораздо эффективнее и увеличивает вам количество хранения. Поэтому здесь не важно, дефицит у вас площади или достаток полной площадей, но просто иногда при некоторых конфигурациях очень удобно встраивать вот такие вот кладовочки для кухонной утвари, тем самым облегчая себе жизнь и увеличивая места хранения. Берите на заметку американские практики. Четвертый пункт – это душевые для собак. Я сейчас понимаю, что некоторые наверняка подумали, что душевые для собак, что это такое и зачем это нужно. Выглядит это примерно вот так. Устанавливается это в прихожих, в коридорах, там, где собака только
появляется в доме и с грязными лапами, чтобы она не проходила по всему дому, вот где-то там около двери можно установить вот такую вот душевую для собаки. Это очень удобно. Более того, если у вас, например, нет такого количества места, как у американцев в их больших американских домах, мечты, то, в принципе, вы можете просто обустроить себе небольшой закуток в прихожей с гигиеническим душем и сливом. Это возможно, потому что мокрые зоны можно расширять на зоны коридоров и гардеробных, и прихожих, на, в общем, все то, что нежилым у вас является пространством. На эти все нежилые помещения можно расширять мокрые зоны, и вы, кстати, вот, надеюсь, расширите сейчас себе сознание, что вы можете в прихожей установить гигиенический душ, делать там слив и мыть собачке лапки после того, как она погуляла. Это очень удобно и хорошая альтернатива громоздкому душу. Кстати, в американских душевых очень часто встречаются лавочки внутри, и я сейчас имею в виду какие-то откидные варианты, либо, например, что-то монументальное, встроенное в стену и сверху обложенное плиткой для красоты. И это очень частое решение, и это, кстати, вы подумайте, очень удобно. Я думаю, некоторые все-таки должны додуматься, что это действительно классное решение. В душевой мы можем не только стоять, но и сидеть. И если мы устанем стоять, то присядем и почувствуем действительно настоящее расслабление. И я, кстати, сейчас не имею в виду вот эти душевые кабины из ПВХ, которые продаются на строительных рынках и на строительных гипермаркетах. Мы их все знаем, там, конечно же, уже встроены лавочки, и это не ново. А я сейчас говорю именно про те душевые кабины, которые сделаны красиво, скажем так, даже, может быть, архитектурно, из стекла, с красивыми латунными профилями, например. И вот в этих кабинах очень редко у нас в стране можно встретить где-нибудь лавочку. Поэтому подумайте, может быть, у вас действительно красивая, интересная какая-то изящная душевая кабинка, да, душевая зона, выделенная вот такими стеклянными перегородками. И вы могли бы в ней встроить лавочку и создать себе дополнительный комфорт. 5-й пункт – это высокие матрасы. Именно высокие, 30, 40, 50 сантиметров высотой. И что в них классного? У американцев они очень популярны, гораздо популярнее, чем у нас. Судя по продажам, опять же, я, может, это не знаю жизнь каждого человека, но действительно доля продажи высоких матрасов у них очень большая, потому что они все-таки прочувствовали, что высокие матрасы, во-первых, дают очень классное ощущение, ну, скажем так, психологической защиты и психологического комфорта, потому что когда мы спим на высоком матрасе, наша какая-то внутренняя бессознательная древняя обезьянка думает: очень хорошо, что я забралась высоко, потому что никто не доползет до моей пятки и не схватит и не утащит меня вниз, никакое насекомое, никакая барабашка не залезет, не долезет, потому что я нахожусь высоко. И это действительно очень комфортное чувство, оно очень расслабляет и помогает нам выспаться. Второй момент. Высокие матрасы очень хороши для людей с больными суставами. Если, например, с низкого матраса нам нужно себя выталкивать как с горшка, и это всегда будет лишняя нагрузка на суставы, что особенно опасно для пожилых людей или у кого есть вообще с этим проблемы, то с высокого матраса мы можем очень легко практически спрыгнуть, и некоторые матрасы настолько высокие и заоблачные, что мы встаем, свешиваем ножки, а ножки-то даже до земли не достают. И это вообще отдельное чувство. Это чувство, которое отправляет нас вообще в какие-то детские воспоминания, где нам тоже зачастую было очень хорошо, уютно, безопасно. И в детстве мы тоже вот так вот вставали с кровати, и ножки у нас до пола не доставали. Нам приходилось немножко спрыгивать. Это очень приятное чувство. И третий пункт, почему еще матрасы высокие хороши, потому что чаще всего высокие матрасы, они очень качественные. Просто чаще всего именно производители к высоким матрасам, к самым дорогим в их линейке, относятся особенно трепетно. Но давайте забудем, может, вам вообще не нужны
высокие матрасы, давайте просто поговорим про качественные матрасы. И вот здесь меня очень волнует вот такой пункт. 1/3 жизни мы проводим во сне. И качественные матрасы могут обеспечить нам качественную поддержку нашего позвоночника таким образом, что мы утром себя будем чувствовать как огурчик, а не как размягший помидорчик. Я не знаю. Ну или как вы себя чувствуете утром, когда вы поспите на плохом матрасе? Хорошо, как вы себя чувствуете утром? Напишите, как огурчик или как помидорчик. Вот, собственно, нужно себя чувствовать как огурчик. И это ощущение комфорта дарит нам именно качественный матрас. И даже если вам покажется, что он будет стоить дорого, давайте вот просто пример такой, вдумаемся сейчас. Матрас в среднем служит 15-20 лет. И даже если он стоит, например, столько, сколько стоят новые эти диски на колеса автомобиля. Я недавно узнала, сколько стоят диски на колеса автомобиля, которые, мне кажется, это совершенно ненужная вещь. Она не сильно таки украшает машину, но она стоит столько денег, а потом пребывает постоянно в грязи, а потом машину через 5 лет снова продавать. Но при этом не покупать себе качественный матрас, а покупать какой-то очень дешевый, такой матрас, который промнется через 2-3 года. А матрасы все-таки вот нам чаще всего служат 15-20 лет. Ну, это такая средняя статистика от продажников, людей, которые продают матрасы. Но, допустим, вот выбирая между этими вещами, например, мне кажется, что определенно точно нужно выбрать хороший, качественный матрас, который обеспечивает поддержку вашего позвоночника, вашей шеи, там ортопедическую подушку за то время, пока вы спите. А это 1/3 нашей жизни. Мы столько не проводим в машине, мы столько даже не любуемся на диски нашей машины. Поэтому, выбирая между, мне кажется, такими вещами, качественным матрасом, качественным собственным сном и, например, какой-то дополнительной опцией в автомобиле, которую мы продадим через 3-5 лет, мне кажется, выбор очевиден, но мне интересно почитать ваше мнение, а что вы думаете. Может быть, я не обязательно, кстати, может, я зря там кого-то сейчас задену, любителей автомобилей. Давайте, забудем, может, не автомобиль, может, на каких-то других просто моментах лучше сэкономить, но обеспечить себе качественный сон. Как вы считаете? И напишите, пожалуйста, сколько у вас служит сейчас матрас. Вот мне интересно, давно ли вы его меняли и скоро ли собираетесь поменять и купить новый? Может быть, сейчас вам интересно как раз актуально задуматься об этом. Напишите, пожалуйста, в комментариях, я пообщаюсь с вами с удовольствием на эту тему. 6-й пункт – это так называемые кресла-реклайнеры. Это кресла, которые вам позволяют лежать полулежа или вот так вот трансформируются из обычного кресла в такую лежанку. На самом деле это действительно настоящий кайф лежать в таких креслах, и можно заменить себе спокойно какой-нибудь непонятный и, может быть, даже не очень удобный диван на 2 таких кресла и лежать в свое удовольствие как эгоист. Кайфовать вот этим всем мебельным пространством, потому что оно создано исключительно для вас. Это очень удобно. Но среди таких кресел очень много кресел уродцев, поэтому я вам рекомендую все-таки смотреть по сторонам и внимательно выбирать такое кресло не только по механизмам, но и по внешнему виду. Совершенно недавно я нашла такое очень красивое кресло у российского производителя, поэтому постепенно такие вот кресла-реклайнеры появляются у российских производств, и они даже выглядят очень даже себе ничего. Поэтому тут самое главное просто с умом подходить к выбору и выбирать не только механизмы, но и внешнюю какую-то эстетику, которая подойдет вам в интерьер. Расскажите мне внизу в комментариях, какая идея американского интерьера понравилась вам и что бы вы себе переняли. А если вы жили в Америке или, например, или живете в Америке, или путешествовали по Америке и заметили что-то необычное, присущее исключительно американским интерьерам, что не было в моем списке, напишите тоже, пожалуйста, внизу в комментариях, дополните этот список, и мне будет очень интересно почитать и пообщаться с вами на эту тему. На этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте уведомления о публикациях, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч и всем дизайн!